Как вести себя на собеседовании? В любом случае, каждый из нас рано или поздно сталкивается с такой ситуацией о том, что пришло время проходить собеседование. И сегодня в этом видео я поделюсь с вами топ-6 советами, благодаря которым вы сможете подготовиться к собеседованию, получить конкурентное преимущество и в итоге получить работу. Обязательно смотрите это видео до конца, потому что каждый следующий совет, он намного больше и значимее предыдущего. Всем привет, меня зовут Александр Дегтярев. На этом канале мы говорим о том, как сделать тебе преуспевающую карьеру. Подписывайся, смотри другие видео про собеседование у меня на канале, а мы начинаем. Итак, первое. Будьте дружелюбными. Неважно, кто вас встречает, рекрутер, уборщица, ваш будущий руководитель, либо какой-то будущий коллега. Будьте дружелюбными, будьте позитивными, будьте просто доброжелательными людьми. Позитивные люди всегда притягивают. И кто знает, может, ваша харизма сможет вас затащить. Второй совет. Если вас попросят пройти какой-то тест, заново заполнить какое-то резюме или заполнить анкету, отнеситесь к этому с пониманием. Просто сделайте это дело со смирением, отнеситесь к этому нормально и приступайте к следующему этапу. Третье. Погуглите о компании, посмотрите информацию в социальных сетях, на HeadHunter, зайдите на официальный сайт, посмотрите интервью с основателем, потому что чаще всего там можно узнать информацию про корпоративную культуру, про то, как живет компания, чем движется компания. И благодаря этому вы сможете понять ваши точки соприкосновения, больше вдохновиться этой компанией, больше зарядиться и транслировать это во время собеседования. Бонусом во время собеседования у вас будет возможность так и сказать рекрутеру о том, что смотрите, вот мы с вами близки вот в этом. И благодаря этому получить преимущество над другими. Четвертый совет. Во время интервью обязательно задавайте вопросы. Интересуйтесь вакансией, интересуйтесь будущей работой. Спросите, а что будет входить в ваш пул обязанностей? В чем будет ваша зона ответственности? Какие проекты вы будете вести? Какая у вас корпоративная жизнь? Ну и вообще все вопросы, которые вас волнуют, обязательно спрашивайте. Пятый совет. Подмечайте только свои достижения, а не командные. Ну, например, не стоит говорить о том, что мы с командой перевыполнили план продаж вот в 2 раза в прошлом квартале. Лучше подметить, какой ваш вклад был в достижение такого результата, потому что нанимают не вашу команду, а нанимают именно вас. Ну и шестой совет – это подготовьтесь к вопросам на собеседовании. У меня на канале есть прям целый плейлист с видео, где я разбираю самые часто задаваемые вопросы на собеседовании. Подготовьтесь к ним, и благодаря этому получите преимущество и получите вот эту вот уверенность в себе, которая будет у вас на собеседовании. Ну и финальный месседж, который хотелось бы вам оставить, который связан с тем, у кого есть много шансов пройти собеседование успешно. Первое. Тот, кто часто и много ходит на собеседование. Тот, кто имеет опыт. Второе. Тот, кто психологически готов к неудаче. У кого есть запасные варианты. Третье. Тот, кто психологически готов к удаче. Тот, кто действительно желает получить работу. Поэтому, друзья, я желаю вам удачи на грядущем собеседовании. Всем спасибо за просмотр. Если у вас есть время подготовиться, там хотя бы пару дней, обязательно посмотрите описание к этому видео. Там есть информация, как я смогу помочь вам получить желаемую работу. Ну а если у вас остается пару часов до собеседования, то рекомендую посмотреть этот плейлист про часто задаваемые вопросы на собеседовании. Пишите в комментариях вопросы, которые стоит разобрать, а также инсайты, которые получили с этого видео.